Привет, пацаны и девочки, с вами Тага и Денис Фрост. Не просто так вы видите этот фрагмент, это такой некий тизер, потому что теперь на нашем канале буду не только я, как вы уже видели, здесь появлялась Елена, и помимо этого теперь будут появляться еще люди, их будет несколько. Многие из вас хотели видеть не только меня, но и часто спрашивали, а где же еще преподаватели вашей такой крутой, замечательной школы? Так вот, создавая разные курсы, мы начинаем потихоньку в рамках роста канала создавать отдельные плейлисты под отдельные темы. И все, что касается гибридного лайва, у нас будет рассказывать Денис Фрост. Привет. Привет. И чтобы люди были примерно в курсе, сколько ты играешь, как давно тебе это интересно? Я играю уже 13 лет, и последние года 3, наверное, я занимаюсь гибрид-лайвом, когда играю техно-музыку. Что тебя побудило вообще полезть в гораздо большую историю, чем сведение двух каналов? За долгое время я просто немножко подустал сводить один трек с другим, и мне захотелось чего-то большего. А еще я, если честно, увидел, как играет Ричи Хоутин и Крис Либин, и такой подумал, нет, надо то же самое делать. Ну, только лучше. Я стараюсь. Ясно. В общем, смотрите видео, они будут крайне полезны. Все полезные ссылки, как всегда, вы будете смотреть в описании к каждому видосу, который выходит. Видео будут выходить еженедельно. В общем, польза на нашем канале увеличивается благодаря талантливым людям, которые к нам начинают присоединяться не только как преподаватели, но и как еще люди, желающие помочь вам получить эти знания. Увидимся в выпусках, ну а я вас оставляю с Денисом. Спасибо, приятно было познакомиться, а теперь смотрите новые захватывающие серии о гибридном лайве на канале Про Стерео. Всем привет, вы на канале школы Про Стерео, и сегодня я вам скажу, что такое гибрид лайв, для чего он нужен и как пользоваться машин. Гибрид лайв — это такая штука, которая позволяет вам создавать секвенцию и синхронизировать ее вместе со своим диджейским сетом. Диджейский сет составляется на тракторе, играется на тракторе, а секвенция создается внутри машин. А теперь рассмотрим самые основные функции и кнопки, которыми чаще всего вы будете пользоваться, когда будете играть на машин. Многие думают, что Machine сама создает музыку и это полноценный компьютер внутри. Да, если мы говорим о Machine Plus, но в данный момент у нас Machine MK3. Вот. Это контроллер, который работает с лэптопом, то есть без лэптопа он звучать не будет. Это не работает. Давайте рассмотрим самые популярные кнопки и функции, которые вы будете использовать во время своего гибрид лайв сета. А еще вы можете подписаться на наш канал и быть в курсе о новых видео о диджеинге и продакшене. Кнопка Arrange — это аранжировка вашего трека, проекта. Микшер. Само собой понятно, что это микшер, который убавляет и прибавляет громкость в группах, либо на каждом канале внутри этих групп. Браузер — это браузер с вашими лупами, эффектами, инструментами и ваншотами. Едем дальше. Стрелочка влево-вправо позволяет вам путешествовать по этим группам и вообще везде в машин. Это очень нужные стрелочки. Кнопка авто, как она работает? Это модуляция, то есть когда вы ее зажимаете и что-то крутите, это записывается и потом циклично повторяется до бесконечности. Смотрите. Едем дальше. Волюм. Зачем нужен волюм? При нажатом волюме мы можем менять уровень громкости каждого сэмпла. То есть это своего рода как и микшер, но только быстрый доступ к конкретному сэмплу. Вот смотрите.
Также эта кнопка хорошо работает для секвенции. Нам нужно зажать необходимый пэд и убавить на нем громкость. Здесь мы видим, что уровень громкости каждого звука разный. Почему? Потому что когда мы зажимали конкретный звук, мы прибавляли и убавляли его громкость. Здесь он отображается. Кнопка Swing. Swing — это своего рода как джазовый музыкант, который играет на барабанах, только он чуть-чуть опаздывает, но это клево. Например, нажимаем на Swing и меняем его. Смотрите, слушайте вернее. Видите? А теперь убираем свинг. Звучит очень топорно и как будто бы эту секвенцию написал робот. Мне нравится 20%. Свинг может работать как на мастер, на весь проект, так и на отдельную группу. Например, зажав кнопку группы, мы крутим свинг. Если мы не зажимаем кнопку группы, то свинг идет полностью на весь проект. Вот смотрите. Здесь можно увидеть мастер свинг, так и написано. Кнопка Tempo Tune. Самое популярное использовать Tempo Tune в моем случае это каждая нота играет одинаково. Точно так же, как с Volume, мы меняем тюн каждого звука во время его секвенции. Слушайте. Нажимаем на тюн, зажимаем кнопку и меняем тюн. Слышите, как поменялась вторая нота? А теперь, допустим, четвертую давайте поменяем. Давайте поменяем, допустим, 10-ю. А давайте попробуем использовать кнопку Volume. Ну вот, кое-какая мелодия появилась. Кнопка Pitch. Ну тут все понятно. Мы меняем питч во время своего перформанса, чтобы наша секвенция звучала немного с небольшой модуляцией. Кнопка Mod — это Modulation Wheel, который программируется внутри сэмплера. О нем вы узнаете позже. Perform FX. Это кнопка, которая отвечает за эффект, которые специально встроены в машин. Их несколько. Работают они примерно так. Это эффект, который работает с каждой группой. На каждую группу можно закидывать свой собственный эффект, какой хотите. И именно эта кнопка отвечает за его модуляцию. Note. Прикольная штука, звучит примерно вот так. Как ей вы будете пользоваться, напишите в комментариях. Эти кнопки отвечают за вход в группу. У меня их сейчас 4, но вы можете их сделать очень много, хоть 24. Зажав Shift, далее B, C, D, E. Кнопка Rec. Rec записывает ваши действия. То есть, например, у нас есть звук, который нас устраивает. Мы нажимаем на Rec, пускаем, и вот он записался. Эту секвенцию можно отредактировать. Она у нас автоматически появляется в разделе Step. Вот и все.
Следующее. PadMod. PadMod — это коллекция наших звуков, сэмплов в каждой определенной группе. Keyboard — это значит, например, мы выбираем pad, мы выбираем звук, любой, пусть будет этот. А в Keyboard мы можем его играть как на клавиатуре синтезатора. Давайте разберем более интересный момент с самим синтезатором, а не с ваншотом. Вот так вот. Кнопка Chords. Аккорды по-русски. То же самое, но только трезвучие. Или четырехзвучие. Или различные другие трехзвучия, двухзвучия. Все здесь настраивается в режиме Scale. Кстати, Scale также работает и в Keyboard. Вы можете выбрать себе тональность, минор, мажор, гармоник минор, мажор пентатоник, и выставить саму тональность C, D, E, E, F. Машин подбирает за вас те самые ноты, то есть куда бы вы ни нажали, вы все равно попадете в тональность. Главное, попробуйте это делать в ритм хотя бы. То же самое, только минор. Один раз кто-то подумал, что я пианист. Но это не так. Кнопка Pattern — это секвенция с записанными сэмплами и звуками синтезаторов, ударных и ваншотов. Мы можем выбирать паттерн, включать его, и он будет играть различные. Их может быть очень-очень много. Вот так вот. В каждой группе свои собственные паттерны, которые вы же сами сделаете. Эти паттерны можно создавать по своему собственному вкусу. Кнопка Solo, зачем она нужна? Ну, например, мы включаем паттерн в первой группе, пусть это будет тамбурин, во второй группе мы включаем барабаны. Вдруг там захотелось, чтобы играли только барабаны, значит, зажимаем кнопку Solo и нажимаем на барабан. Или наоборот, на тамбурин, на группу, где играет тамбурин. Кнопка Mute работает почти как соло, но она мьючит конкретную группу или конкретный звук. Вот так вот. Все понятно. У машин есть своя звуковая карта, но в нашем случае мы используем карточку Пионера, так как я играю гибридный лайв, и мне нужен вот этот тот самый роутинг, фейдера, которых нет у машин. Если вы видите в своем сетапе Maschine, то вам не обязательно покупать звуковую карту. Давайте подойдем к нему сзади. У Maschine есть стандартный блок питания, подключив который вы будете просто ярче видеть картинку. Ничего дополнительного он не дает. Без него можно жить, и мой сетап с этим нормально справляется. А провод USB для подключения к компьютеру, кстати, один раз я взял его у бухгалтера. Разъем для педали, который поможет вам включать эффекты ногой. MIDI in и MIDI out для синхронизации аналоговых синтезаторов. Line in, если вы хотите подключить, например, виниловую вертушку и записать какие-нибудь сэмплы, нарезать их и потом из них создать свой собственный трек. Mic in, это само собой понятно, для микрофона. Mic in gain, это уровень громкости, входящий уровень громкости для микрофона. Line out, это как раз таки выход, стереовыход. Если вы будете использовать внутреннюю звуковую карту, то Line Out поможет вывести этот звук на колонки. Line Out Volume – это регулятор выходящего звука на колонки. Phones – это наушники, Phones Volume – это уровень громкости тех самых наушников, если вы будете пользоваться встроенной звуковой картой машин. А для тех из вас, кому интересна Maschine и то, как она работает, мы подготовили специальный курс, который вы найдете по ссылке в описании. Но если вы посчитали, что это видео просто полезное для вас, не стесняйтесь поставить лайк и колокольчик, и, конечно, подписаться на канал. С вами был Денис Фрост, увидимся в следующих сериях.